еду превращают во что-то, что должно вызывать эмоции с помощью соцсетей, рекламы. Допустим, я видела в ТикТоке там какой-то огурец синего цвета, и его как-то там рекламируют, и как бы молодые люди потом покупают этот огурец в упаковке, запакованный какой-то особый, просто потому что он вызывает какие-то эмоции, типа из-за того, что он сильно острый. И плюс еще яркого цвета, краской какой-то покрашен. Ну, то есть, и формируется у людей такое восприятие, что еда должна вызывать эмоции. Не то, что она должна быть полезной для организма, что там должны быть какие-то питательные вещества, чтобы дать тебе силы, и чтобы ты чувствовал эмоции просто по поводу каких-то приятных вещей в своей жизни. Нет. Формируется такое восприятие, что ты должен есть что-то, чтобы чувствовать эмоции. Чтобы были какие-то яркие воспоминания и эмоции. И вот в Америке это очень распространено, такое восприятие. Я заметила, что здесь у многих людей такое восприятие. И при знакомстве американцы, когда знакомятся с новым человеком, очень частый вопрос от них я слышу: какое твое любимое блюдо? Что ты любишь есть? Какая твоя любимая еда? Я вот вообще никогда не слышала такого вопроса от людей из наших стран. Ну, может быть, пару раз. А здесь просто почти от каждого я слышу этот вопрос. И для меня это, честно говоря, очень сложный вопрос. Я обычно не знаю, что им ответить, потому что, я не знаю, у меня нету какой-то любимой одной еды. Я в принципе, я все люблю, как бы. Я не знаю, что-то одно. Но если это зависит вообще там от сезона, от каких-то вещей, вот такого, чтобы вот всегда я любила эту еду круглый год, каждый день, у меня такого нету. Ну, то есть, если сейчас май месяц, то тогда моя любимая еда — это клубника, потому что сейчас она растет везде. И я ее буду много есть. Если это зима, там, не знаю, январь, тогда я люблю апельсины, и клубнику я не люблю уже, потому что она не сезона. Ну, то есть, если это август, то моя любимая еда — это арбуз. А если это, февраль, то я арбуз не буду есть, хотя он продается. И я не знаю, как им ответить. Ну, то есть, для них любимая еда — это имеется в виду, что ты любишь бургер или спагетти, или пиццу. Вот что-то из этого. Или картошку фри. Ну, вот там есть несколько наименований их американской еды. Вот, и что-то из этого ты должен, ответить. Что-то из этого всегда у них любимое. Потому что я по их ответам знаю, что у них любимое что-то из этого всегда. Ну, то есть, а у меня ничего из этого нету. Того, что я вообще ничего из этого даже не ем. И когда я всегда не знаю, как им ответить, и я просто там отвечаю фрукты или авокадо иногда отвечаю. И как бы просто я к тому, что у них вот эта вот еда ассоциируется с тем, что они получают впечатление в своей жизни с помощью того, что едят вкусную еду. Но я считаю, что да, конечно же, нужно есть вкусную еду и получать от нее впечатление. Но чтобы это не было, чтобы эти впечатления не занимали 70% впечатлений твоей жизни. Если у тебя впечатление в твоей жизни только еда тебя приносит, тогда что-то не так, тогда, это деструктивно. И вот в Америке такой культ развивается, что в основном людям впечатление именно еда приносит. Потому что я работаю в такси, я постоянно вижу, что, слышу разговоры людей, когда я забираю их с каких-то мест, и я часто слышу разговоры о еде. И у них и такие разговоры, такие поверхностные. Мне сегодня принесли спагетти, какие же они были вкусные, там был такой-то соус, он был такого-то вкуса. И просто человек особо ничего не говорит, но он в течение 30 минут выражает свои эмоции и свое восхищение по поводу того, как это было вкусно. При том, что там был просто фастфуд. То есть что-то вредное, какой-то майонезный соус, там ранч, не знаю, какие-то макароны вредные. То есть, и меня просто это очень удивляет.
я просто за голову начинаю хвататься от такого. Я не осуждаю таких людей, но я просто понимаю, что у них такое мышление, они даже не понимают, что что-то здесь не так. Они даже не понимают, что возможно жить по-другому, возможно получать такие эмоции не от еды, а от чего-то еще в жизни. Ну, то есть, что такие сильные, яркие эмоции могут быть вообще-то просто от какого-то занятия, от какого-то хобби, что ты что-то делаешь, и что тебе это нравится. И ты можешь даже забыть о еде и вообще о ней не думать. Они даже не понимают, что такое возможно. У них с самого детства вот такое восприятие еды. То есть я просто говорю это, потому что я хочу, чтобы люди задумались вообще о том, что так не должно быть, что как бы, чтобы они не воспринимали как это что-то само собой разумеющееся. Потому что если так воспринимать еду, то ты будешь есть вообще что угодно, и тебе все равно, что ты ешь. Тебе главное эмоции просто. Если какая-то отрава, ядовитая еда, от которой ты быстро постареешь, от которой у тебя появятся какие-то хронические болезни, но она тебе приносит эмоции, и ты будешь ее есть. Потому что тебе же эмоции на первом месте. Поэтому нужно избавляться от такого восприятия. Если ты хочешь жить в свое удовольствие, а не зачахнуть там, в среднем возрасте. Потому что на самом деле гораздо больше удовольствия от жизни, когда ты получаешь эмоции от чего-то другого, а не от еды. От еды ты все равно их тоже получаешь, но их 10% из 100, а не 70% из 100. Остальные 90% твоей жизни эмоции от других вещей, не от еды. Несмотря на то, что я большой поклонник в целом еды, мой YouTube-канал про еду, я вообще больше всего люблю готовить, там, я обожаю ходить в продуктовый магазин и фермерские рынки, но это вообще другое. Но я имею в виду эмоции, что когда я ем еду в процессе приема пищи, у меня нет потребности получать от этого приема пищи эмоции. То есть то, что у меня хобби готовить и ходить в магазин, это немножко другое. А я говорю именно о эмоциях, которые дает прием пищи, сам вкус еды. Вот именно от приема пищи и от вкуса еды у меня как раз-таки минимальная потребность в том, чтобы от этого получать эмоции. Я научилась жить по-другому. Ну, конечно же, помог пример моего дедушки, потому что я уже рассказывала в предыдущем видео про то, как он воспринимал еду. Ссылку оставлю внизу. Но в основном это просто мое такое осознанное отношение и осознание того, что гораздо важнее есть вещи, чем еда. Потому что я понимаю, что я хочу быть здоровой не просто потому, что я хочу быть здоровой, а чтобы чувствовать себя приятно и получать удовольствие в жизни гораздо больше, чем если бы я чувствовала себя дискомфортно и была бы без здоровья. Если бы человек, который без здоровья, он чувствует себя дискомфортно из-за отсутствия здоровья, и ему в жизни меньше гораздо удовольствия от жизни из-за этого. А я хочу больше удовольствия от жизни, поэтому я хочу быть здоровой. Вот и все. И как бы, если я ем здоровую еду, у меня есть способность получать эмоции от других вещей, не от приема пищи. Потому что у психики тогда ресурс на это есть. А если ты ешь вкусную, вредную еду и получаешь в основном впечатление от еды в своей жизни, то у психики ты забираешь ресурс психики на то, чтобы получать эти впечатления от других вещей. И у меня про это видео тоже есть. Это можно сравнить с
аттракционами и с деньгами. Допустим, ты идешь в парк аттракционов, у тебя есть определенное количество денег, например, 100 рублей. И там разные аттракционы. И ты можешь покататься на дорогих аттракционах, которые один аттракцион будет стоить 70 рублей. И ты тогда покатаешься на одном и на втором, который 30 рублей, на двух. А есть аттракционы дешевые, которые по 10 рублей каждый. Но они тоже очень веселые. Просто они другие. Они, не такие крутые, не такие высокие. И вот если ты, и каждый по $10, и ты покатаешься по 10 рублей, и ты покатаешься на 10 аттракционах, и у тебя это займет целый день, и ты будешь целый день веселиться. То есть, а так, если ты покатаешься на 2 аттракционах, у тебя это займет 2 часа, остальные 6 часов у тебя уже денег не будет, и ты будешь просто ходить, смотреть, как другие веселятся, а сам будешь грустить, потому что уже денег нет. А так, если ты на 10 аттракционах будешь кататься, и будешь понемножку расходовать эти деньги, ты будешь целый день веселиться. Целый день, понимаете? 2 часа и целый день, есть же разница. Так вот, здоровая еда – это когда ты целый день веселишься, то есть всю жизнь. А вредная еда – это когда ты повеселился пару часов, а потом все, у тебя денег нет. Это когда ты поел вредную еду в молодости, а потом все, у тебя нет здоровья, у тебя нет ресурсов, чтобы чувствовать вообще удовольствие в жизни. Еще у тех, кто хочет перейти на здоровое питание, но у них не получается, у них есть такая установка, что вот я у меня не получается, потому что я срываюсь и ем вкусную еду, вместо того, чтобы есть правильно. А нужно поменять свое отношение к этому и воспринимать здоровую еду по-другому. Не нужно думать, что она какая-то правильная или и одновременно невкусная. Нужно есть вкусную, здоровую еду. В общем, не нужно вот так относиться к здоровой еде, что она правильная и невкусная. Не нужно есть невкусную здоровую еду. Если она для вас невкусная, вы ее не ешьте. Ешьте ту здоровую еду, которая вкусная. Если вы, допустим, срываетесь и не можете питаться здоровой едой, и срываетесь и едите вредно, значит, надо вам менять вообще продукты, которые вы едите, которые вы называете здоровыми. Найдите блюда, найдите продукты, которые вам нравятся и которые здоровы. Допустим, если вы любите пиццу, готовьте здоровую пиццу. В чем проблема? Бывает же здоровая пицца. И вам не надо будет срываться в таком случае на пиццу. Если у вас она есть в здоровом виде, вы просто ее ешьте, когда вы хотите, и все. И вы при этом остаетесь на диетическом питании, на здоровом. Я не знаю ни одного продукта, который нельзя приготовить в здоровом варианте, который не бывает здоровым. Даже бургер можно сделать здоровым вообще запросто. Дело только в ингредиентах. Если вы возьмете здоровую муку цельнозерновую, сделаете из нее булочки для бургера, положите туда, как обычно, все те же самые ингредиенты, но только котлета будет цельная, допустим, из полезного мяса, не вот эта вредная котлета. И она не будет жарена на каком-то вредном масле, она будет, допустим, запечена в духовке без ничего. И вы туда кладете тот же самый салат, тот же самый соленый огурец. Соленый огурец, в нем вместо соленого огурца из магазина вы берете домашний, маринованный, заквашенный, полезнейший просто огурец, ферментированный, он очень полезный. Но на вкус он такой же, как и в магазине, только он без уксуса просто. Помидор туда кладете, листочек салата, вместо кетчупа туда кладете полезный кетчуп, который очень легко сделать. Просто берете, перемалываете помидоры в блендере, туда приправы, оставляете на несколько дней в теплой температуре, получается кетчуп.
Очень полезный ферментированный продукт. Просто идеальный. Чтобы он был более густой, можно туда загуститель добавить какой-нибудь. Ну, тоже натуральный, полезный. Допустим, можно добавить этот натан гам, я не знаю, ну, короче, какой-нибудь крахмал, чтобы он был густой. Ну вот, и потом, что еще? Майонез тоже сделать можно здоровый. И вы такой бургер делаете, и вы не срываетесь на вред. Ну, потому что у вас есть такой же, только он, поверьте, такой бургер, он гораздо вкуснее. Гораздо вкуснее, чем вредный. Это мясо, это булочка, да он даже пахнет гораздо лучше, гораздо более ярко на запах. Потом, что еще? Что еще такого вредного бывает? Допустим, картошка фри. Вот, допустим, или торт, если взять. Вот вместо картошки фри вы можете просто запечь картошку в шкурке, в духовке, без ничего. И подсушить ее так хорошо, чтобы там была такая золотистая корочка. И вы вот такую картошку можете кушать вообще без ограничений, сколько угодно. Просто если вы запекаете в шкурке, ну, конечно, надо хорошо помыть шкурку. Плюс надо, чтобы картошка была органическая. И ну, от самой картошки тоже зависит от того, какого она качества. Если какая-то картошка, выращенная на химикатах, она не будет такая вкусная. В общем, мне очень нравится, и она очень похожа на картошку фри, если вы ее посолите. Можете даже ее точно так же соломкой порезать, как и картошку фри. Но только при этом вы ее в духовке запекаете. И она полезная, блин. Только не надо шкурку чистить. Весь секрет в том, что шкурка, если остается, то в картошке появляются вещества, которые помогают нашему организму ее же переваривать, и мы тогда от нее не толстеем. Я вообще не знаю, кто и зачем придумал чистить шкурку, потому что в шкурке все самые полезные вещества. И когда ты готовишь картошку, если ты ее готовишь со шкуркой, то из шкурки в картошку переходят те вещества, за счет которых наше тело ее и переваривает. И тогда она не идет в жир, она просто, как углевод сложный тогда. Если ты чистишь шкурку, это простой углевод. Если ты оставляешь шкурку, это сложный углевод, который медленно усваивается. И от него вообще не толстеешь. Хочешь картошку фри? Да ешь картошки сколько хочешь. Просто не надо ее есть с маслом и без шкурки. И все. Пюре тоже не надо. Или можно пюре, только если картошка со шкуркой была приготовлена. В общем, какое там еще есть блюдо вкусное, которое вы любите? Мороженое. Господи, так мороженое элементарно просто сделать. Если шоколадное, берете, замораживаете авокадо, берете финики вместе с замороженным авокадо, вместе с какао, ваниль, туда немножко лимонного сока, можно немножко соли. Все взбиваете в блендере, получается прекрасное шоколадное мороженое. Хотите клубничное мороженое? Возьмете, заморозьте клубнику в морозилке, банан заморозьте в морозилке. А потом все это в блендер, немножко лимонного сока, капельку. Получается прекрасное клубничное мороженое. Но это простой рецепт. Можно более сложные рецепты, и тогда будет больше похоже. Если вы, например, не веган, и у вас нет аллергии на молоко, как у меня, то есть прекрасные здоровые рецепты с использованием коровьего молока. Полезные, без сахара, без каких-то там добавок. И все. И, блин, я вообще не понимаю, в чем проблема. Почему, зачем вот так вот срываться на вредную еду, если можно взять ту вашу любимую вредную еду, которую вы так любите, и просто есть ее в полезном виде. Но если, допустим, это чипсы, и тогда вы не можете их приготовить дома, то тогда это уже другой вопрос. Тогда нужно действительно себя отучать от них. Если это какие-то сухарики, которые там, к которым у вас зависимость, или определенного вида, не знаю, там, конфеты, это просто тогда зависимость от вот этих вкусовых химических добавок. Это надо тогда бросать точно так же, как и курение вы бросаете, также надо и вот эту еду бросать. Это просто физическое привыкание, вот так же, как когда человек курит, или так же, как наркотики, когда принимают, у него такое привыкание возникает. Вот у вас точно такое же привыкание, конечно, оно в меньшем масштабе, но все равно бросать нужно точно таким же образом, как, например, курение.
Или как, например, там, наркотики. А если речь просто о таких продуктах, как мороженое, как пицца, да их элементарно приготовить, там, или те же спагетти. Да, господи, возьмите полезные спагетти. Продаются спагетти из чечевицы, из коричневого риса продаются спагетти. Купите их, и когда вы хотите спагетти, просто приготовьте их и сделайте все то же самое, что как если бы это были вредные, но только каждый ингредиент должен быть полезным. Допустим, майонез, если вы добавляете, так сделайте заранее полезный майонез. Кетчуп тоже я уже рассказала, как его сделать. Если что там еще бывает вредное, и то, что люди на что люди срываются, торт или пирожное. Торт можно сделать полезным. Любой торт можно сделать полезным тоже. Просто найдите рецепт, найдите, как заменить вот этот вредный крем, сделайте такой же полезный крем. Ну, в общем, это вообще запросто все заменить. Конечно же, если вы не умеете и не любите готовить, вам будет сложнее, но вы можете найти тех людей, которые готовят здоровые сладости, у них покупать. Это все решаемо. Просто вопрос в вашем желании, насколько вы хотите этим заниматься. А если вы хотите ничего не делать, никак этим не заниматься и при этом отказаться от вредной еды, так не получится. Вам нужно над этим поработать. Как говорится, любишь кататься, люби и саночки возить.